Итак, всем добрый день. Я в эти дни после прямых эфиров предсказаний немножко выжатая, поэтому не обращайте внимания, голос уставший, но пройдет, нам не привыкать. Дорогие друзья, я хочу сейчас поговорить о том, что дает чистка человеку, что меняется, как вообще это все происходит. Объясню почему. Потому что есть люди, у которых сразу все меняется очень быстро, есть люди, у которых медленно, есть люди, которые понимают, что Вселенная просто так на халяву ничего не дает. Есть люди, которые неправильно понимают значение чистки вообще. И прежде чем они обратятся к нам, хочу заранее как бы объяснить, что должно происходить после чистки, чтобы люди были в курсе, чтобы люди знали. Для начала немного напомню, что такое порча. Порча бывает разной. Порча – это испорченная жизнь. То есть испорченная жизнь, испорченная судьба. И она разная. Есть и родовые порчи, есть наведенные, есть люди скидывают на вас свои несчастья и болезни, есть проклятие материнское, есть проклятие родительское, есть печать изгойства, есть печать разрушения. И это все я объясняла и говорила. Можете открыть и посмотреть, чтобы понять, что это такое, почему так происходит в жизни человека. Может создаться впечатление, что каждый второй человек почему-то порченный. Нет. Есть люди, у которых больше на уровне подсознания это происходит. Есть люди, которые как бы вечно недовольны собой, это холерики. Есть различного типа люди. Просто почему у ведьм, скажем так, каждый человек практически, который приходит, он с порчей? Потому что к ведьме именно ходят те люди, которые, у которых проблемы в жизни. К ведьме не приходят для того, чтобы пригласить ее на свадьбу. Как правило, приходят, знаете как, когда плохо человеку. Вот и создается впечатление, что ну как бы вот кто не придет, у всех что-то есть. Как правило, так и есть. Всех приветствую еще раз. Потому что, повторяюсь, не приходит к ведьме за хорошей новостью. Всегда приходит, когда плохо, когда нужна помощь. К врачу не приходят здоровые люди, к врачу приходят больные, к ведьме приходят больные, к ведьме приходят люди, у которых проблемы в жизни, которые сами по себе на дно жизни опустились, либо очень богатые и, скажем так, удачливые люди, которые боятся, чтобы им что-то не сделали, либо люди, у которых резко появились какие-то трудности и приходят понять, почему это происходит, причин множество. Но в любом случае к ведьме приходят за помощью. Что такое порча? Объясняю. Различные есть порчи, и они появляются в различное время, по различным причинам. И когда приходит к человеку, что может значить? Что может значить что? О чем вы спрашиваете? И вот когда приходит к ведьме тогда, когда чувствует, что в жизни какой-то застой или проблемы, или всегда были и уже припекло, приходят, то человек смотрит вашу проблему и говорит как есть. Значит, первый признак того, что вы можете довериться этому человеку, это если человек увидел и сказал ваше прошлое и настоящее. Потому что прошлое и настоящее вы можете проверить, и если это совпадает, значит, у человека есть связь с духами. Значит, духи помогают этому человеку, слушаются этого человека, да, и способны через этого человека вам помочь. Если вы приходите к ведьме, и она говорит просто, ну, у вас там какая-то порча, проклятие, или вот начинает говорить мифическим языком Азии, что вот вы в прошлой жизни там были такая-то, вам карму надо исправлять и так далее. Это мошенники. С этими людьми иметь дело не стоит. Потому что если человек говорит такие вещи, которые вы проверить не в состоянии, то есть в вашей жизни ничего не видит и никак ничего не совпадает, а просто списывает каким-то там, скажем, прошлым жизням, предкам. Я понимаю, предки, да, вы можете не проверить, может, правда, какой-то вот именно проблемы в ваших предках,
Но если человек говорит о том, что у ваших предков это было, и от них вам передается, и вы это проверить не можете, естественно, но хотя бы этот человек может описать и обрисовать, что происходит в вашей жизни сегодня, да, и что у вас было в прошлом, в вашей жизни, и это все совпадает, значит, человек видит и действительно, что у вас есть, и действительно, что откуда проблема, даже если вы эту проблему можете не знать, которая была до вашего рождения, можете этому человеку доверять. Потому что если человек увидел вашу жизнь и описала, как будто рядом живет, то значит, этот человек знает и эту проблему. Даже если вы не можете это проверить, и это было до вашего рождения, вы можете этому человеку доверять. Потому что человек не может, простой человек, описать всю вашу жизнь сегодня, вчера и в прошлом. Правильно? Дальше. Чистка. То есть, да, пока еще порчу. Значит, у каждого человека, вокруг человека есть некая такая аура. Ну, вот яйцеподобное такое поле. Привет, Илон. Значит, вот, смотрите, человек, да, это у нас перед вами богиня Керидвен, богиня-ведьма Керидвен. Вот человек, предположим, вот над человеком вот такая круглая аура. Это наше поле энергетическое. Это энергетическое поле не пропускает грязи. То есть вот внутри нас развивается эта энергия, она нас питает как людей, и наше вот ментальное тело, астральное тело, наше физическое тело, и мы живем. Как порча – это когда человек рождается, например, с пробитой вот этой оболочкой энергетической, либо пробивается, если на него что-то наводится за жизнь. Вот эта вот чистая энергия, которая внутри должна развиваться и вас питать, вот в это вот яйцо, скажем, да, вот в это поле, начинает туда, значит, стекаться грязь, грязная энергетика. Ой, все, не отвлекайте меня хреновыми тупыми вопросами, пожалуйста. Вот внутри образовывается грязная энергетика, и эта грязная энергетика вас питает. То есть ваша жизнь становится, как вам сказать, ну, смертоподобной, то есть бесполезной. Вы, что бы ни делали, ваша энергия, она не очищается, не усиливается. Она постоянно с вас забирает вот эту энергетическую силу, взамен ничего не дает. Задача ведьмы, грубо говоря, залатать вот это поле, да, очистить и залатать вот это поле. Это что за приветик? Ты что, на улице в каком-то там, на трассе стоишь или где? Что за приветик? Залатать вот это энергетическое поле и закрыть доступ этой грязной энергии. Так вот, когда, значит, закрывается это поле, внутри опять ваша энергия развивается, усиливается, начинает вас питать. Дорогие друзья, чистка – это очистить вашу жизнь от демонической энергии. Все то, что вам мешает жить. Именно поэтому в моих роликах о чистке я четко, ясно вам говорю, чистка очень болезненный процесс. Он длится практически 3 месяца. Это болезненный процесс. Люди, у которых происходит чистка, вчера вот женщина написала, что у нее киста, которые давно не могли, как бы, знаете, как не до конца, скажем, вылечить, ни какими-то препаратами, чтобы она высохла, не получалось. Эта киста вчера прорвалась просто, извините за подробности, и ей стало легче, сразу легче, потому что любая болезнь внутри нас, она забирает нашу жизненную силу, энергию, она нас съедает. Понимаете? Так, все. Лохматые руки, тут сходите к психиатру, если вам мерещатся лохматые руки. Так вот, значит, что я хотела вам сказать. Чистка происходит болезненно. У кого-то очень сильно болезненно, у кого-то менее сильно, у кого-то просто страдают вокруг люди. Вокруг страдают. Собака может заболеть, родные могут переругаться и так далее. И когда человек ко мне приходит, я изначально очень, скажем так, как вам сказать, очень подробно, поэтапно объясняю. Вот будет вот так, будете чувствовать сначала. Значит, очень может быть зубная боль начнется. Очень может быть, что новая поставленная коронка упадет.
Почему? Потому что ведьма воздействует на ваше физиологическое тело, на ваше, спасибо, Людмила, на ваше ментальное, астральное тело, на ваш разум, подсознание, сознание, на все. Вот я начинаю, вот беру я фотографии человека. Я сегодня сниму прямой эфир для практиков и попрошу вас тоже посмотреть, чтобы вы поняли, как происходит вообще работа с каждым человеком. Значит, слушайте меня. Начинается воздействие. Вот, предположим, это фотография или вещь человека. Начинается над человеком воздействие. Вот свечой воздействуется, очищается, ножом отсекается и так далее. Неважно, смотря что снимаешь. И человек просто начинает чувствовать физическую боль. Он просто ощущает эту физическую боль на своем организме, на физиологии своей. Он эту боль чувствует. Он боится. Ему становится страшно. Я говорила, когда начинается чистка, значит, иногда бывает, что у человека, знаете, как вам сказать, ему кажется, что ему хуже стало, что он зря вообще это тронул, что зря вообще... не пишите тупости. Чистка не для летальных исходов, а для того, чтобы спасти человеку жизнь. Что за херню вы несете, Господи? Так вот, чистка – это практически операция. Не бывает операции без боли. Если доктор вам делает операцию, если вы под наркозом не чувствуете, вы после все это ощущаете, потому что влезли в ваше тело, понимаете, в вашу физиологию. Вы это обязательно чувствуете. Не бывает такое, чтобы человек, ну вот очень легко и просто прошел чистку. Ой, пошла нахуй, Джулия, или как там тебя зовут, Господи. Этот пятачок вот пойдешь и прилепишь мамаше своей вот прямо в лоб. Так вот, но есть люди второго типа, пожалуйста, они могут... Валентина Китаева, здесь не перекличка. Знаете, кто с Хакасии, кто с Коми, кто с Ханты-Мансийска. Здесь не перекличка. Здесь идет форум. Есть люди, которые менее чувствительны. Есть люди, которые могут не почувствовать. Их очень мало. Очень мало. Но они есть, они тоже есть. Поэтому иногда бывают люди, что меня спрашивают: Инга, а может со мной вот не происходит эта чистка? Я так боюсь, я как-то не чувствую. И вы говорите, что должны чувствовать, не чувствую. Я им объясняю, из 1000 один человек нечувствительный. Но, как правило, чаще всего мне пишут и ноют, что им плохо. Температура поднялась, плохо чувствуют, рвет, тошнит, понос начался и так далее. Как правило, мне всегда пишут, что им плохо. Они боятся. Человеку миллион раз говорить: смотрите мой ролик, я там уже сказала, что бывает плохо. Вы уже были готовы, вы сказали: да, я готова, я все поняла. Да, я просто боюсь. Потому что настолько крутит поранний рок. Они-то думают, что я говорю, будет плохо, это значит, там голова закружится, руки задрожат там чуть-чуть, и все. Можно перетерпеть. Нет, дорогие друзья. О том, как можно почистить себя, я уже говорила. Есть такие вещи, которые никакая чистка себя не поможет. Все, закончили. Так вот, о чем я хочу сказать. Людям кажется, что если я говорю, будет плохо, это значит, просто так, я не знаю, голова закружится, да и все. Нет. Если я говорю, будет плохо, и перечисляю, что будет, значит, отнеситесь к этому серьезно. Будет плохо, будет херово просто. Тошнота, головокружение. Лучше в это время вообще не собираться в дорогу, потому что будет хреново. Это раз. Дальше. Что происходит при чистке? Очищается. Вот вникаешь просто в это пространство, начинаешь вытаскивать вот это дерьмо, что у вас есть внутри, что вам мешает жить. Понятное дело, что вас крутит, вертит, понятное дело, что вы чувствуете плохо. Так должно быть. Это говорит только о том, что этот человек, который с вами работает, очень сильный. Радуйтесь этой боли. Потому что резко потом эта боль исчезает. Любой, кто прошел эту чистку, вам скажет: такое ощущение, вот неделю перетерпели,
потом меньше, меньше, и в какой-то момент вам кажется, что эта боль просто исчезла туда, откуда возникла. Вот исчезла просто в никуда. Все закончилось. Сразу же закончилась тишина. Чистка. Второй этап. Начинаем очищать вашу жизнь вокруг. Если люди, которые были вам не нужны, люди, которые вам мешали, но вы не знали об этом, может быть, вам казалось, что, ну, хороший человек, вроде, может быть, мне кажется, ну, я что-то себе придумываю там и так далее, резко исчезает из вашей жизни. Или показывает свое истинное лицо. Начинает показывать свое истинное лицо, истинные намерения. Понимаете? Если это происходит, это значит, духом виднее, человек был к вам не расположен. Человек был нехороший. Просто вы этого не понимали, не осознавали или не хотели верить в это. Но силы увидели, убрали его подальше. Дальше что происходит? Активизируются все люди, которые были в вашей жизни. Все. Были мужчины, женщины, неважно. Они начинают то звонить, то писать почему-то. Я обычно говорю, это вам судьба дает возможность. Если кого-то хочешь вернуть в жизнь, и вот тебе шанс, возвращай. Но я не рекомендую. Человек, который ушел из вашей жизни, ему вернуться незачем. Все, он ушел и до свидания. Но так происходит. Следующий момент. Человек, который вам это сделал, или приснится, или пересечетесь, или позвонит ни с того ни с сего, спросит, как твои дела? 100 лет не звонил, потом вспомнил тебя. Либо да, ну это нормально. Мы уже привыкшие, Яна, вот мы уже во всех этих программах по Первому каналу уже слышим русский язык. Еёный, еёшный, егонный, егошный, и не знаю, егошная жена, еёная семья, еёшная земля и так далее. Мы уже это уже егошные, еёшные уже столько слышали, что мы русский язык хорошо знаем. Так вот, вот егонная чистка как происходит? Значит, что я хотела сказать и улетела. Да. Второй этап чистки. Проявляется человек, который вам это сделал. Ну, каким-то образом вы узнаете об этом человеке, случайно встретите, может, увидите во сне. Вот что угодно на самом деле может умереть. Может умереть человек, который сделал порчу. Если вам делали порчу, например, не на вас, например, да, делали порчу, скажем, на вашего ребенка, на вашу семью, у этого человека может умереть ребенок. Такое может быть. Возвращается, я на себя это не возьму. Поэтому я всегда говорю людям, запомните одно, если вдруг у вас тот человек, который сделал, то ли помрет, то ли там заболеет, то ли у него с ребенком что-то случится. Я не хочу слышать ваше нытье по поводу того, ой, это не грех, меня не накажут, что со мной случится. Я слушать это не желаю. Потом, когда я снимаю с человека порчу, вот эти дебильные вопросы по поводу того, ой, а не будет ли мне откат? Послушайте, уважаемые люди, откат – это когда ты идешь, делаешь порчу, а кто-то пошел и снял. Вот это откат, да, это тебе вернется. Если ты спасаешь свою жизнь, своего ребенка, свою семью, о каком откате может идти речь вообще? Ты же не делаешь человеку порчу, чтобы отката бояться. То есть вор заходит в твой дом, с ножом угрожает твоему ребенку, и ты говоришь, если я этого вора, например, прибью там этим чайником по башке, вот не будет ли откат, не будет ли ему больно случайно, а вдруг он там плохо себя почувствует. Мне кажется, что защищая себя, человек имеет полное право, и перед Вселенной его совесть чиста. Вам сделали на смерть, ты умираешь. Ты каждый день идешь к врачу, и тебе говорят, ничего не понятно, не знаем, что у вас за болезнь. Как правило, если скинули болезнь или сделали на смерть, человек помирает, а врачи не могут найти никакого ни лекарства, ни причины, ничего. Они лечат, ну просто так, абы какие-нибудь лекарства выписывает, и все. Здравствуй, Роман. Да, если человек достоин был этой порчи, то я, как правило, говорю, вы обидели человека. Вот был мужчина, из-за которого его друг повесился, то есть он отобрал их бизнес обманом. Он повесился, жена сказала, я тебе отомщу. И когда этот человек пришел, я ему сказала,
Я сниму с вас, но им не вернется. Вы должны очень сильно откупиться, вы должны помочь этой семье. Много чего должны сделать, чтобы вам простилось. Потому что этой женщине никакого отката не придет. Все, я больше не желаю эту херню слушать. Сняла я порчу или не... Мне это не интересно, сняли или нет. Сейчас вопрос совсем о другом. Так вот, если человек заслужил эту порчу, вы уж не думайте, что каждый, который приходит, невинная там овечка. Есть люди, которые забирали мужика и делали все, что угодно на ее семью. Понимаете? Там жену довели до могилы просто. Она пошла, сняла с себя. Теперь приходит и плачет. Помогите, вот у меня вот так случилось. Я говорю, ты сама это сделала. И тебе отомстили. Если я сейчас сниму, я этой женщине отправлять не буду. Но я сниму, и ты расплатишься там 100 крат больше, чем ты сделала, чтобы тебе простилось и дали тебе шанс жить дальше. Человек согласен? Согласен, да или нет? Пошла нахер отсюда. Вот. Вот тебе мой ответ. Есть у тебя порча или нет? Ответила. Идиоты, блядь. Зайдут эти дебильные существа и а есть у меня порча, а вот это... Идите нахер уже. Дальше идем. Значит, следующий момент. Чистки. Начинается вокруг вас такая беготня. Люди, которые... Здравствуйте, Наталья. Люди, которые вас доставали, люди, которые, не давали вам спокойно жить, начинают... То есть они... перестают вами питаться. Они пытаются, как бы это сказать, избегать встречи с вами. Почему? Потому что больше вы эту энергию, вот этой вот, понимаете, вампиризирующие люди начинают избегать встречи с вами. Они не могут уже вами питаться, но после встречи с вами чувствуют себя плохо. Понимаете? Боитесь? Очень хорошо, что боитесь. Надо бояться меня. Бояться, значит, уважает. Не бояться, значит, распоясались, охренели и делают, что им нравится. Поэтому боитесь, очень правильно делайте, что меня боитесь. Меня надо бояться. Я человек опасный. Так вот. Потом. Резко молодеют люди. Резко. Вот фотографии до снятия порчи, после снятия порчи резко люди молодеют. Вы можете сравнить, когда вы обратились к человеку, да, а когда после того, как уже месяц практически почти прошел, вы увидите, как вы омолодели. Пойдемте дальше. Что происходит, дорогие друзья? Есть люди, у которых, если у них было плохое самочувствие, они просто умирали, они просто воскрешают, им становится легче. Я много раз вам показывала СМС людей, у которых перемены. И для чего я это делаю? Мне это не надо. Я-то для себя знаю, понимаете, что происходит и как происходит. Я это показываю для людей, чтобы люди знали и поняли, что действительно магия реально работающая вещь. Но если сделать как надо, все поменяется. Но есть еще одно но. Дорогие друзья, что такое чистка? Вот вы пытаетесь в жизни всего добиться. Вы пытаетесь идти вперед, вы работаете для этого, но ничего не получается. Ни черта, все рушится. И я все говорила, объясняла, как происходит, что происходит, да, почему так происходит. У каждого своя причина. Вот вы приходите, я вам четко, ясно объясняю, что у вас случилось в жизни, почему это происходит, вследствие чего это, и как надо вообще с этим жить или справиться. Как стена. Вот стена перед вами. Вы хорошая, добрая, неважно, работаете, там сутками, всем делаете добро, вам будет возвращаться вечно злой энергией. На работе вы будете работать 3 смены. Спасибо скажут другим, вас не заметят. Дома вы будете как Золушка. У каждого свое, понимаете? Есть дети очень любимые, очень матери очень дорожат, очень любят, но отец не принял ее. Вот не принял отец, понимаете? Отец не захотел ее рождения. И все,
проклятие рода отца. У этого ребенка ничего никуда не двигаться, ничего. С мертвой точки не получается. Ребенок этот стремится, хочет, но вечно у него катастрофы в жизни друг за другом. Вот приходит человек, я объясняю, говорю, согласны, да, вот так и есть. Это надо убрать. Объясняю, посмотрите, пожалуйста, обязательно, как это должно убираться. Это в один день не уйдет. 3 месяца – это этап, это время чистки. А после 3 месяцев ваша жизнь очищается и очищается, дорогие друзья. Долгое время требуется, но чтобы редко, то есть резко были перемены, такое бывает, но очень мало в процентном соотношении. Вот эта стена, которая стоит перед человеком по разным причинам. У кого-то проклятие отца, кому-то это сделали, у кого-то семью разрушали, не смогли разрушить, но порчу навели, она стоит, и не может человек ничего сделать. Понимаете? Вот что происходит после чистки? После того, как человек берется очищать вашу судьбу, эту стену постепенно рушим. Дорогие друзья, чистка – это убирать черную, злую энергию из вашей жизни. Потому что с порчей, будь она там проклятие рода, будь она специально наведенная, наброшенная, накинутая, что бы там ни было у человека, да, с этой порчей приходит в вашу жизнь демоническая энергия. Но демоническая не самых там сильных верховных демонов, а демоническая энергия, которая вас съедает. Здравствуйте, Кетева. Она вас съедает. Она забирает вашу жизненную силу, опустошает вас. Что такое порча? Порча – это когда у вас не получается ни работа, ни деньги, ни личная жизнь, ни дружба, ни счастье, ни внутренняя гармония. Вы вообще живете и думаете, а на кой хрен я вообще на этом свете живу? Зачем я, зачем я живу вообще? Непонятно. Потому что, как издевательство, вам дают красоту, молодость, красивое тело, красивые там повадки жизненные, образование. Но вы ничего с этим всем делать не можете. Вы смотрите, видите какую-то дурочку, которая тупоголовая, да, какая-то вообще непонятное существо. У нее все хорошо, и муж появился, и работа, и хвалят, и она нормально одевается, все у нее. А я вот сижу, такая красавица вся, и ни хрена у меня нету. Вот ничего нету, ничего не происходит. И такое ощущение, что мне дали эту красоту, знаете, это знание, эту силу. Все, что у меня есть, просто как будто мне дали, как издевательство. Потому что мне ничего никуда не... А зачем мне это все надо тогда? Вопрос. Зачем я тогда красивый, умный, образован? Почему я не какая-нибудь шалашовка тогда, вот такая вот с черными зубами и с повадками зечки? Если мне ничего не получается вообще. Так вот, вот эту стену, вот эту демоническую энергию чистка, дорогие друзья, убирает. Вот я убрала у вас эту стену. Его нет. Его нет. Причем здесь вы отца не видели. Вы отца не видели, но ваш отец видел вашу маму, после чего вы родились. Даже если отца не было, но вас же сделал ваш отец, вы уж не с воздуха упали, мама ваша же не святая Мария из этого. Так, дальше. Так вот, дорогие друзья, внутренне нет равновесия у людей порченных. Бывают моменты в жизни, когда человеку настолько плохо, настолько часто его предают, настолько тяжело ему просто жить, что он иногда вот после очередной трудности, после очередного предательства, да, просто ищет угол, вот идет по улице, ищет какой-нибудь угол, чтобы люди его не видели, прижимается к этому углу и начинает просто глухо рыдать. Потому что у него в жизни ощущение, что над ним жизнь издевается, просто глумится. Понимаете? Ой. Послушайте, я не знаю, какая ведьма по какой чакре что получила, но то, что вы по чакре башки точно получили кирпичом, это вот сразу видно. Так вот, что происходит? Дорогие друзья, вот эта вот негармония в жизни уходит,
уходит ощущение безысходности, уходят внутренние страхи, тело начинает молодеть. Значит, если всякие кишлакские товарищи никак не поймут, что я здесь не отвечаю на их личные вопросы, то я буду их блокировать. Я уже повторила для кишлака специально. Я здесь на вопросы не отвечаю. Вы не пришли на сеанс гадания. Задрали. Так вот, эта стена Нина Шкредова, вы уже 5-й раз пишете Ш, Б, Г, Х, М, П. Научитесь или писать, или не заходите на форум. В конце концов, Ш, П, Ф, Ж, Б – это уже не очень смешно. Пахнет клиникой. Не умеете писать в форуме? Вообще не пишите. Научитесь, тогда придете. В конце концов. Что за Ш и Б? Так. Да, жопа твоя. Засунь себе в лицо. Дальше. Значит, что происходит первым делом? Как только начинается чистка, есть люди, у которых очень быстро и очень стремительно развиваются перемены в жизни. Но есть люди, у которых идет тяжело, тем более, если это давнишние порчи. Значит, я имею право кричать на людей, я даже имею право нахуй тебя послать, Наталья Фомина. Иди нахуй. Все, мои права мне читать не надо. Иди в Гаагский трибунал. Не имею я права. Имею полное право. Мой форум не хочешь, не сувайся туда. Или будешь делать, как я говорю, или иди нахуй. Нечего тут сидеть на моих прямых эфирах. Права у меня нету. Слышь? Адвокат мне права прочитала. Я такой человек. Не нравится, не приходите. Я не собираюсь нравиться никому. Я не собираюсь фальшивить. Я не собираюсь... Ути, мои хорошие, мои золотые, мои добрые, там, ласковые. Я какая есть, такая... Я настоящий человек. Вот я такая, понимаете? С нормальным человеком общаюсь культурно, с идиотом общаюсь через нахер. Я не знаю, какой ваш грех. Про ваш грех идите рассказывайте батюшке. Хотите, я с вами буду общаться сюсю-мусю, а абсолютно чихать на вас хотела и только вот бабки грести под себя и вообще о вас не думать. Если хотите, я могу так сделать. Но я считаю, что я должна людей учить, объяснять, чтобы они в жизни правильно жили и жили счастливо. Ну и что я могу сказать, если кишлак со всеми ишаками сюда пришли и опять сидят и опять эту хрень несут. Есть на мне порча, а у меня вот есть, а я замуж выйду, а как моего мужа будут звать? А какого цвета мои трусы? Сиди, объясняй теперь кишлаку. Надоело, терпеть не могу кишлак. Пускай меня запишут в в националисты. Достали уже, реально. Уф. Так вот. Нет, еще эфир идет еще. Значит, дорогие друзья, первое, что у вас происходит, как только у вас чистка начинает работать, чтобы вы поняли, да? Могут быть сильные головные боли. Но послушайте меня. Значит, первое, у вас начинается внутреннее спокойствие. Страхи исчезают. Люди, которые вам вредили, начинают обходить вас стороной. Потом начинаются мелкие, хорошие такие приятности. У кого-то очень резкие. Я сейчас говорю о тех людях, которые трудно пробиваемые, да? Дорогие друзья, понимаете как? У каждого из вас определенная энергетика. Я это потом объясню. Каждый из вас обладатель особой генетики. У кого-то, например, были предки кочевые народы. Вы не знаете об этом. Например, вот были у вас там кипчатки, да, у вас были тюрки, может быть, в роду, может, татары были. Вы не знаете об этом. Вас сейчас там зовут Иванова, там, Галина Васильевна. Вы понятия не имеете, что у вас предки. Вы можете быть голубоглазые, светлоглазые. Вы в Татарстане были?
Татары голубоглазые, светлые, абсолютно европоидная раса сейчас. Но у них у всех предки были темноволосые, значит, монголоидная раса. Все. Но сейчас они абсолютно белая раса. Поэтому о чем я хочу сказать? Что то, что они сейчас поменяли свою расу, свой тип, свой генофон благодаря белым народам, это не говорит о том, что у них поменялась энергетика. У них энергетика точно такая же, как было у них у дедов и прадедов. Почему мне некоторые люди говорят, вот Ростов, например, да, Астрахань и так далее, вот дикая степь нашего Дона, они говорят, вы знаете, вот я сделала, вот я даже не верила, я сделала удачу кочевника, у меня так поперло, вообще все получилось. Я не думала в жизни, что ритуал кочевника мне подойдет. Я говорю, а у вас предки были кочевые народы просто. И энергия ваша энергия с теми словами, которые я сказала, и с призывом Бога Тенгри совпала. Почему я вам даю различные ритуалы? Никто не спрашивал. Вот какой смысл, да, например, можно 5-6 ритуалов, хватит. А этот человек дает там 200, 300, 400, я не знаю что. Я не буду здесь смотреть, Нина. Это не сеанс. Вы давно знаете мой канал, и вы должны знать, что здесь я не смотрю. Так вот. Вот зачем я даю столько тысяч вам ритуалов? Добрый день, Олег. А затем, что объясняю, что вы разные, особенно Россия, особенно генофон России, он такой интересный. Вы никогда не спрашивали, почему в России очень много талантливых людей. Почему самое красивое население именно вот постсоветское пространство? Потому что мы генетически одинаковые народы, дорогие друзья. Хотите, признайте, хотите. Мы все генетически одинаковые народы. Потому что мы с вами вместе живем уже больше 3000 лет. 3000 лет вот так достаточно, чтобы наша генетика сошлась полностью. Чтобы мы с вами начали привыкать вот к энергии той земли, где живем. Почему армяне, например, в России себя чувствуют как дома, приезжают в Москву, здесь живут, обосновываются, покупают дом и так далее. Они больше здесь, например, да, советские армяне себя чувствуют более среди своих, чем, например, в Лос-Анджелес, если поедут. Я имею в виду тех армян, которые вот родились в постсоветском пространстве. Я, например. Ты хоть убей меня, я не поеду в Америку. Хоть мне все время говорят, что там полно армян, и тебе даже язык не надо учить. Мне все время просят, говорят, приезжай в Лос-Анджелес. Я говорю, нет, я не могу. Я без русского сочного мата жить не могу. Отставьте от меня, я не могу там жить. Я не смогу там жить. Даже если мне будет миллионы, не мой менталитет. А потому что мы привыкшие к этому пространству. Вот этот клочок земли, Евразия, это наше, понимаете? Это наше вот... Ну, просто наше. Вот да я даже поеду хоть любой там город нашего СНГ, я там чувствую себя у себя дома. Я чувствую, что у нас наши люди, я говорю по-русски, понимаете, меня понимают и так далее. То есть внутренне вот это ощущение... Да, если я мат не слышу, у меня паника, значит, я что-то не в то место попала. Мы когда с сестрой ехали обратно в Грузии, были вот через много лет, поехали в Грузию, вернулись, и, значит, возвращаемся, и она все время спрашивает, тогда еще не могли, не работали аэропорт и так далее, мы возвращались автобусом. И она всю ночь мне спрашивает, ну что там, ну мы не доехали еще, ну где мы еще не доехали? Значит, она уснула, я смотрю в окно, и уже мы подъехали к таможне, я там смотрю, прапорщик отчитывает там своих солдат там. Да вашу мать, да вы... Как начал там, значит, их крыть девятиэтажным. Я сестре говорю, Лиль, мы уже приехали, просыпайся. Она говорит, откуда ты знаешь? Я говорю, русский мат слышу. Значит, мы уже в России. Это сразу показывает, что мы дома. Понимаете? Вот так вот. Это вот показатель определенный, особенной энергии. Вы не замечали, что здесь живущие армяне, грузины, таджики, там, ну, вот вообще разные национальности, да? Они все говорят на своем языке, но матерятся на русском. Потому что, ну, нету ни в одном языке мира столько необычного мата, как в русском языке. Я вам серьезно говорю, нету. Ну, у нас тоже есть какой-то мат, да, но чтобы столько вот интересного, такие
интересные выкрутасы. Такого нету. Поэтому приходится компенсировать русским матом, когда человек хочет высказать свои душевные рвения. Так, пойдемте далее. Да, русским духом пахнет, это точно. Пахнет это однозначно. Так вот, дорогие друзья, что я хочу сказать. Вот. Да. Богаче, могучий русский язык, это точно. И мы ее используем во всем ее могуществе и красоте. Да чтоб и так далее. Ну, в общем, пошло. Все понял, сделаем, дошло. Да. Что я хотела сказать, дорогие друзья? Так вот, я хочу вам сказать, что вот эти многочисленные ритуалы, которые вам даны, причина всему этому одна. У нас народы абсолютно, как вы знаете, иногда абсолютно разные происхождения народов соединены воедино. Что такое вообще народ? Это соединение племен, родственных между собой по языку или по этническому, в общем, родству. Соединяются эти различные, скажем так, эти народы, создается государство. Но вливание в это вот государство, в эти народы за много лет очень много. Например, в России генетический фон, да, России, это изначально русичи, варяги, скандинавы, значит, викинги, ну, те же германцы, да, значит, тюркские племена, которые всегда были, Алтай весь тюркский, они же оттуда ушли через Китай и дальше пошли в Византию завоевывать. Далее идем. Ну, смотрите мои лекции, там, удача кочевника и так далее, все много чего узнаете. Потом у нас еще какие есть. Финно-угорские племена, монголодные народы, которые влились потом во времена вот, нашествия Чингисхана. Монгольский ген есть татарский ген. Человек, который быстро напивается, говорят, что у него есть дальнее родство с Чингисханом, поскольку у Чингисхана было очень много сотен жен и много детей, и потом много поколений. Многие говорят, что если человек быстро напивается, ну вот быстро отключается, ему достаточно чуть-чуть выпить. Почему-то говорят, что есть в нем ген Чингисхана. Это уже не первый раз, ну как бы ученые выявили, что вот именно его генетика, она такая. Дальше. Евреи, да, кавказские народы, немцы, уже говорила. Что у нас еще? Ну, англосаксоны очень мало имеют влияния, они только вот северные народы, если чуть-чуть. В основном, вот это генетический фон, это же, знаете, он дает красивых людей, он дает талантливых людей. То есть очень много вливаний, понимаете? И эти все вливания, они дают очень такой могучий результат. Поэтому в России очень много красивых людей, очень много талантливых людей и так далее, и так далее. То есть вот результат всего, что происходит. Дальше пойдемте. Значит, да, быстро вырубаться, это очень хорошо. Но жаль, что наши мужики не все потомки Чингисхана, поэтому они продолжение хотят до утра и после утра, и только остается их вырубить каким-нибудь тяжелым предметом чугунным нахрен, чтобы они уснули. Так, значит, идемте далее, дорогие друзья. Дают ли чистки быстрый результат? Иногда да. 80% да. Но бывают и тяжелые случаи. Да, сковорода тут не поможет. Тут какой-нибудь чугунный котелок нужен. Казан татарский. Значит, 80% людей, которые очищаются, у них резко идет результат. Но 20% идет тяжело. Разные есть люди. Вот как лекарство. Вы идете к врачу. Врач вам дает направление, да, лечение. Говорят, что у вас есть. Царь колокол, вот этот самый, да.
А еще и царь пушкой потом будить утром надо. Значит, как происходит дело? Происходит таким образом. Добрый день. Значит, первый этап. Я вам объяснила, что происходит. И второй этап. Убираются препятствия. Дорогие друзья, если вы хотите, чтобы чистка была по полной, действуйте. Как только какой-нибудь из этих внутренних вот этих ощущений вы почувствовали, вам стало легче, у вас омолодело лицо, у вас, ну что-то вы почувствовали, начинайте действовать. Не сидите, не ждите. Врач вам дает лечение, врач вам говорит, что принимать, но потом вы сами принимаете, вы садитесь на диету, вы делаете какие-то упражнения, смотря что вам приписали. И тогда происходит результат. Если вы ничего делать не будете, у вас этот барьер, вот эта стена рухнула. Но дальше вы должны действовать сами. Вам не нравится эта работа, да? Человека вот очистил и говорит, вы знаете, Инга, вот у меня все хорошо, мне легче стало, но вот почему-то вот работа опять не люблю. Я говорю, а вы что-то сделали, чтобы эта работа у вас не была, чтобы у вас была другая работа? Что вы сделали? Вы поискали другую работу? Нет. Но никто не придет, не постучится, не скажет, ты хочешь у нас там министром работать? Нет. Вы должны искать. У вас препятствия уже убраны, дорогие друзья. Поэтому вы должны искать эту работу, и у вас посыпется несколько предложений. Вы должны действовать. Снять порчу – это не значит вести вас за руку всю вашу жизнь. Понимаете? Снять порчу – это означает убрать барьеры, которые вам мешали. Вот вы до этого искали работу, не находили. Или находили не такой, какой надо. Порчу сняли, ищите снова, начните снова. Поискали, нашли. Вот это нашли, тот вариант, это нашли. Вы должны что-то делать. Снять порчу – это не означает, что вы сразу, понимаете, найдете там мешок с деньгами. Вы не принимаете понятие снять порчи, это случается чудеса. Никто с волшебной палкой не ходит. Есть люди, которые после снятия порчи начинают делать ритуалы, и у них начинает получаться. Вот раньше не получалось, а сейчас получается. Каждый сделали упорно ритуал, пошли вот, нашли работу, сделали ритуал, пошли. Они уже начинают действовать. Есть люди, которые хотят сразу денежного удовольствия, не будет сразу. Объясняю почему. 3 месяца – это всего лишь чистка. Когда чистка заканчивается, начинает меняться жизнь. Я вам сейчас объясню, почему. Потому что для того, чтобы притянуть деньги, надо восстановить свою энергию. Если у вас слабая энергетика, вы деньги не начнете притягивать, дорогие друзья. Нереально, ну не получится у вас. Хоть самые сильные колдуны с вами будут работать, если у вас слабая жизненная энергетика, давай, Ян, удачи. Если у вас слабая жизненная энергетика, у вас деньги не притянутся. После чистки, вот когда уже все эти барьеры убраны, вы начинаете действовать. И со временем постепенно начинает восстанавливаться и денежная сила. Чистка – это не волшебная палочка. Знаете, почему у людей неправильное представление о чистке? Потому что столько аферистов, у которых цель стоит, знаете, какая? Каким-нибудь, ну, как-нибудь у вас выманить деньги, обещать, да, все будет хорошо, быстрее надо, быстрее-то. Если быстрее не сделаешь, будет плохо. Настоящая ведьма всегда говорит, обдумайте, подумайте, сможете выдержать эту чистку, сможете эти месяцы выдержать, сможете, если да, то только тогда еще раз обдумайте, подумайте, решите там все за и против взвесьте, только после этого можете прийти, понимаете? Вот только таким образом вы можете понять, что перед вами ведьма. Если человек вас торопит, и говорит, быстрее надо, быстрее, быстрее приходите, ну что вы подумали, давайте, нельзя долго тянуть время, вот, да, у вас сразу поменяется, у вас 2-3 дня всего лишь, и у вас все начнется, у вас вот это будет, и у вас вот то будет, и так далее, и так далее, и так далее. Можно, Виктория, я об этом уже говорила. Если человек вас торопит
и обещает вам, что за несколько дней все будет хорошо, да, только приходи, это аферист, дорогие друзья. Потому что настоящий практик знает, что это работа. Точно так же даже лечение человека, любого человека, какая бы там ни была болезнь, сильная или слабая, врач говорит, нужен целый процесс. Вы должны пройти сначала эти уколы, прийти еще раз посмотреть, что у вас случается, да, там опять снимок сделать. Потом это целый процесс лечения. Хочешь бороться за свою жизнь, борись. Вот то же самое происходит с чисткой. 3 месяца – это процесс чистки. После 3 месяцев – это процесс восстановления энергии. А как вы хотели? Вы 20-30 лет живете с этой порчей. Вы хотите, чтобы у вас за 2-3 дня все поменялось? Нет. Но самое главное, когда вы чувствуете боль, когда вы чувствуете слабость, плохое самочувствие, идет чистка вашей жизни. Потом убираются люди ненужные вам. Потом начинает меняться что-то вокруг вас. Действуйте. Если вы хотите перемен, вы должны действовать. Я вас не буду за руку водить всю жизнь, дорогие друзья. Это нереально. Хотите, я вам пообещаю, но это не будет. Этого не будет, понимаете? Я вас за руку вести не буду всю жизнь. Вы должны, как вам сказать, умного человека никто не обманет. Вы должны понимать, что сначала очищается жизнь, потом постепенно вы начинаете свою жизнь меняться. Чистка – это как пинок, понимаете? Это стимул, это вот с места просто движение вам дали. Я, конечно, очень извиняюсь, но я тюркский язык не очень понимаю. Поэтому будьте добры, напишите на русском, это русский форум. Значит так. Я уже убираю идиотов, потому что если они по-человечески не понимают, я их просто убираю с форума. Что происходит, дорогие друзья? У вас снят барьер. У вас все, что вам мешало сделать что-то, ушло. Теперь вы должны не сидеть и ждать, пока у вас вот будут перемены. И говорят, а где перемены? А я вот спрашиваю, скажите, пожалуйста, вы лучше стали чувствовать? Да. У вас внутренние страхи ушли? Да. У вас очищается пространство? Вы чувствуете, что вам легче жить и жить хочется? Да. Действуйте. У вас энергия уже готова к тому, чтобы вам все дало. Эти препятствия исчезли. Вот эта демоническая сила, которая была на вас, которая вас не пускала. Вот вы пришли устраиваться на работу, уже все хорошо, должны вас устроить. В какой-то момент говорят, нет, извините, это место занято и так далее. Да? А теперь вы идете, вам говорят, приходите, вы знаете, там женщина была, хотела, да, мы вот вам отказали тогда, но уже эта женщина не хочет, отказалась, поэтому мы вот ждали, вот вы появитесь, и да, мы согласны, придете, поработаете, мы рады. Все, сделайте что-нибудь. Даже когда люди, пожалуйста, вот вам подарили. Даже люди, которые не могут обратиться к практику и делают чистки мои, которые я им даю, да, я им тоже говорю, вот почистились, действуйте, начните. У вас жизнь поменяется, хоть на время у вас будет одышка, вам дадут возможность, деньги, чтобы вы могли потом обращаться к человеку практикующему, и это все окончательно закрыли, понимаете? Лариса, вы не поняли, я вас сейчас заблокирую, все. Я устала. Значит так. Что я хочу вам сказать. Чистка – это убирание препятствий. Послушайте, Наталья Волкова. Я уже говорила о том, как происходит чистка. Откройте, смотрите. По новой я повторять не буду. Каждому второму одно и то же я не буду с нуля рассказывать. Значит, вас почистили, взяли свою волю в кулак и начали менять свою жизнь. Отчитка – это отчитать себя от какой-то болезни, плохого случая, плохого сна,
плохого происшествия. Отчитать момент, вот в этот момент убрать. Чистка – это очищать всю судьбу и жизнь. Так вот, если вы не будете действовать, у вас ничего не получится. Даже если с вами поработали самые великие колдуны. Потом идите и жалуйтесь, что вам не помогли. Если вас очистили, убрали препятствия, вы хотите денег? Прекрасно. Вас очистили? Да. Делаем ритуалы на удачу. Раньше не получалось, сейчас будет получаться. Дальше. Вы хотите новую работу? Эта работа вас не устраивает. Раньше искали, не получалось. Да, я знаю. Не получалось раньше. Сейчас садитесь, обзваниваете все места работы. У вас из 10 звонков 8 будет результативно. А раньше не получалось. А сейчас получится. Не надо думать, как раньше. Ну, раньше же не получалось, но все равно не... Нет. Причем здесь весной чистка. Чистка делается в любое время года. Вы же не будете круглый год ждать, пока весна придет, чтобы была чистка. Не пишите глупости, хорошо? Дальше. Что дальше происходит? Значит, работу хотели, начните искать. Сейчас уже получится. Хотите замуж, не сидите дома. Никто с воздуха, вот женихи, вам на диван не упадут. Это однозначно. Хотите замуж, выйдите в люди, на улицу выйдите, найдите работу какую-нибудь, хоть она вам устраивает или нет. Выйдите в общество, чтобы вас увидели. Когда я говорю притянуть жениха, я не говорю, сделайте на жениха, закройтесь дома на 7 замков и сидите 40 дней и ждите, пока жених придет, постучить, скажет, слышь, это я твое яблоко нашел, там адрес был написан, и вот пришел. Нет, вы хотите замуж? Как одна из моих наставниц говорила, хочешь за военного, ходи возле воинской части, хочешь за врача, иди постоянно в больницу. Хочешь там за моряка, значит, иди работать во флот. Вы должны действовать. У вас перед вами уже барьера нет. Но я вас не буду за руку вот так вот вести и все показывать. Вот это сделайте, вот то. Я очищаю, убираю. И вы прекрасно видите, сколько людей благодарят. Понимаете? Так вот, это как раз те люди, которые начали действовать, и у них все получилось. Все, пошла нахер, Светлана. Сейчас я буду видео вам... Ой, блин, не ту удалила, господи. Видите, из-за вас я Евгению удалила, ёпрст. Извини, Жень, сейчас заблокирую эту женщину, которую хотела. Вообще уже, ей-богу. Вот вам лишь бы на халяву какой-нибудь открыть бред, и иди нахер, раз бред. На халяву лишь бы вам открыть темы и сказать, у вас есть порча или нет, а? Вот прямо на месте. Потом, будьте добры, не надо связывать все свои чаяния, все свои жизненные мечты, все свои, я не знаю, надежды с мужиком. Что вот если у нас будет мужик, встречу мужика, все будет хорошо, все у меня... Нет! Вы должны сами быть счастливой женщиной, вы сами должны быть самодостаточны. Только тогда будет мужчина. А есть третья категория людей, которые бесплатно получили отпуск, полетели куда-нибудь. Бесплатно абсолютно. Были такие люди. После чисток получили бесплатно с работы. Им дали вот 3 человека должны были. Одна заболела, вот она вот... Ты хочешь отпуск? Вот он горит, возьми, поезжай. Бесплатно отпуск дали. Дали землю под Москвой, там родителям 100 лет назад работали на заводе, что-то вспомнили резко, дали им землю. Эту землю, которая находится возле, прямо чуть ли не впритык к Рублевке, они могут продать за, не знаю, за 30 миллионов и купить 3 квартиры в Москве, самые шикарные.
и так далее. И после чего человек пришел и сказал, ну что-то вот перемен так мало. Я говорю, твою мать! Тебе дают бесплатный отпуск, тебе дали тройную зарплату, тебя повысили, ты теперь начальница. Тебе родителям дали землю, которую вы можете продать, купить сразу дом. И многое иное, ты говоришь мало. А что ты хотела, скажи мне, пожалуйста, что ты предполагала под чисткой? Ты хотела, чтобы тебя сразу пришли и назначили замом Путина? Вот этого точно не будет. Понимаете, дорогие друзья? Вот о чем я имею в виду и о чем я хочу сказать. Я хочу вам сказать, что чистка – это убрание препятствий, и вы это все почувствуете на себе, но как только, понимаете, как только вы почувствовали хоть чуть-чуть перемены в своей жизни, значит, шевеление пошло. Возьмите мой ритуал «Вечное движение», сделайте, а? Возьмите мой ритуал «Оживить пространство», сделайте. Вообще откройте ритуалы, которые поменяли вашу жизнь. Посмотрите, там я полностью перечисляю, при каких случаях, какие мои ритуалы, найдите и сделайте. Понимаете? Защиту без чистки – это все равно, как закрыть компот вместе с жуками, тараканами и грязью в банке. Вот это и есть защита без чистки. Понимаете? Вот что я хочу вам сказать. Действуйте. Как только почувствовали внутреннее спокойствие, действуйте. У вас сразу прорвет эту дамбу и откроется. Вот сказала вам ритуал «Вечное движение». Есть ритуал, называется все, оживить пространство. Сразу у вас все оживляется, движение начинается в вашей жизни. Мне одна женщина сказала, ой, вы знаете, я это... скажите, пожалуйста, а вот эту вот зеркальную чистку надо самой делать, вы за меня можете провести? Которая пришла и просит вот даром помочь. Я сказала, я помогу вам даром, я даром многим помогаю. Даром это означает, возьми и сделай сам, вот столько всего тебе дано. Она мне говорит, а можно вот вы сделаете за меня? Да, блядь, я сейчас стану за тебя, назовусь твоим именем, перекрещусь и буду сама с себя снимать порчу, но скажу, что это вот как бы понарошку, это с тебя снимается. Нормально, нет? Вот и все. Если вы так думаете о жизни, у вас ничего не поменяется. Ничего. Все, дорогие друзья. Да, откройте, пожалуйста, называется «Мои ритуалы». Или ритуалы, которые поменяли жизнь. Там вот прямой эфир, и я там открываю книги, и по книгам моим показываю, какие ритуалы лучше провести. Я уже показывала, я уже устала, я не знаю. Я там показываю, откройте, посмотрите. Всем удачи. Да, и запомните, еще раз говорю, дорогие друзья, вы должны действовать. Бывают моменты, когда все хорошо. Очень у многих получается. Я сейчас это снимаю для того маленького количества, вот в процентном соотношении, да, у которых не то, что не получается, которые не знают, что такое чистка. Они почему-то думали, что чистка – это вот когда сразу Дед Мороз придет и с огромным чемоданом долларов. Вот это и есть чистка. Нет, чистка – это убрать препятствия в вашей жизни. Все остальное вы сами делаете. Когда врач вас лечит, дорогие друзья, врач вас за руку не ведет. Если вы еще раз заболели где-нибудь, вы опять приходите к этому врачу. Но врач, когда вас лечит и говорит, вы должны это пропить, то пропить, вот то проколоть, тогда у вас будет все хорошо. Понимаете? Вот то же самое говорит ведьма. Я очищаю, убираю, но вы должны действовать. Вы должны сделать то, это и это. Все, больше не бойтесь, не живите по старой памяти. А у меня же не получалось. А сейчас-то получится, сейчас получится, понимаете? Вот сейчас получится. Начните сейчас. То хоть в конце концов, господи, мужика хотите найти, дайте объявление. Столько мужиков вам напишут, охренеете. И не обязательно в этих объявлениях плохие мужчины. Бывают иногда застенчивые, не умеют знакомиться.
Бывают мужчины, у которых жена умерла и ребенок есть. И они стесняются знакомиться. Представляете, они считают, что ну неудобно, как молодая женщина, зачем я нужен с ребенком? Лучше я изначально честно скажу, что я вдовец. Понимаете, вот такие моменты тоже бывают в жизни. Сейчас половина России переженились через эти одноклассники. Вам-то что, сидите и ноете? Мужики, господи, нету. Да что есть в мире больше, чем мужики? Ёпрсты. Знаете, фильм такой был, ну ладно, это грузинский фильм, к сожалению, я не нашла перевод. «Гаригеба» называется, где там молодая женщина, доктор, она профессор, у нее там квартира, машина, дома, все есть, а не может найти мужчину. И вот спрашивает у нее и говорит, вот, говорит, у вас, наверное, есть мужчины нормальные, а у нас нету. Она говорит, как это нету, я не могу понять. Как нету мужчин? Я, говорю, с такими деньгами, да бы я за депутата бы вышла, понимаете? Да есть тысячи этих всяких сайтов, ну не сайты знакомств, конечно, там больше аферюги, но бывают моменты, что люди знакомятся, не обязательно прыгать друг к другу в постель. Что вы понимаете под понятием «нет мужчины» или знакомства? Это ж не обязательно сразу, знаете, прыгать на него. Вы можете с ним общаться, вы можете с ним... Пока у вас нет духовной связи, любви не может быть, дорогие друзья. Сразу прыгая друг к другу в постель, у вас не будет, как вам сказать, потом не будет привязанности. Не надо с этим спешить. Надо сначала любить друг друга, сначала понимать. Вот он, когда стал твоим другом, с ним все приятно, и постель, и жизнь, и все. А если он тебе еще пока никто, сразу прыгнула, удовлетворила свою скотскую страсть и разошлись. Потом удивляешься. И знаете, пишут, говорят, ну вот, познакомились, а вот он больше не звонит. А зачем ему звонить? Он уже получил, что хотел. Он посмотрел на тебя, два дня пообщались, на третий день ты ему отдалась. И он думает, да она же со всеми так, нахрена мне эта шлюха нужна? Вот и пошла, ушел он от тебя. Пересмотри свое поведение. Знаете, не обязательно сдаваться сразу мужчине тот же день. Ваше тело – это награда для него. Он должен это заслуживать. Он должен вас покорять, он должен вас как-то завоевывать. Потом мужчины любят труднодоступную дичь, понимаете? Он охотник. А ты тут сразу пришла, пожалуйста, все без никаких там трудностей, пожалуйста, бери, что хочешь. А потом говоришь, а вот мне больше не звонит, а он и не позвонит, ему это не интересно. Мужчины, знаете как? Вот как вам объяснить, у некоторых народов почему только после замужества можно половые отношения? Потому что они прекрасно знают суть мужчины, что как только он получает, он теряет интерес. Вот пока он не получил, он готов клясться, он готов сходить с ума, значит, он готов на все, чтобы тебя получить. Когда он тебя получил, он теряет интерес. У него должны быть обязательства, которые его удержат. Вот если есть духовная связь, если он уже полюбил тебя, он потеряет интерес к постели, но к тебе не потеряет интерес, да? А вот здесь вы идете, вы хотите встретиться с мужчинами. Немножко поменяйте свое мировоззрение. Не надо показывать, что я какая-то голодная самка, которая вот лишь бы вот это, мне больше ничего не надо. Вы сразу отдаете ему все то, что он должен завоевывать, поэтому он больше вам не звонит. Понимаете? Он и не позвонит, ему противно даже стало. Он начал в голове анализировать. Ну понятно, значит, она со всеми так познакомилась, 2 дня поговорила, 3-й день легла. Ну что тут вообще с ней? О чем с ней? Я куда-нибудь уеду, она сразу с другим. Не, я не хочу. Вот и все. Поэтому во многом где-то вы сами виноваты, понимаете? Действуйте, товарищи. Убрать препятствия я убираю. Действовать должны вы сами. Основное количество людей, которые обращаются, они все довольны. Почему? Потому что до них доходит. Я не то, что сейчас в упрек ставлю или пытаюсь вас перевоспитать. Нет. Я пытаюсь вам объяснить, что такое чистка, чтобы вы изначально, пока придете, просмотрели, прослушали и поняли. Чистка должна быть вот такая.
Если я думаю, что чистка, это вот, как только меня почистили, сразу на бошку упало $1000, нет, это не чистка, это какое-то там чудо, я не знаю. Или самолет там летит с миллиардером, и он что-то в пьяном состоянии кидает деньги. Очень редко такое может быть. Хочу вам рассказать один случай, когда к моей бабке пришли, вечно, значит, одна семья приходила и говорила, что вот она не может выйти замуж, стесняется, она вся такая что делать? У меня бабушка сказала, если тебе судьба хочет дать мужчину, то он через крышу тебе бросит. Сказала моя бабушка. Прошло некоторое время, и в этом районе началась какая-то эпидемия нашествий каких-то вот этих, как называется, саранчи в те годы. В советское время, значит, поливали их то из тракторов или из вертолетов. Если труднодоступные места, трактора не могли туда въехать, в поле, да, или уже спелая была пшеница, то поливали оттуда самолетов, этих вертолетов. Так вот, начали эти, значит, поля орошать, вот поливать вот этим ядом от этой саранчи вертолетами. И как-то получилось, что когда они уже улетали за следующей партией, с вертолетом что-то случилось. И один из этих мужиков резко что-то там толкнул, вертолет перевернулся или что-то в воздухе случилось, и один из мужиков просто оторвал вместе с этим, с дверцем вертолета, полетел вниз и упал на их крышу. Он упал прямо на их диван. Она сидела, вышивала, а он упал прямо вот через крышу, значит, долбился прямо туда. Потому что раньше крыши были не очень, знаете, они из фанер делали, не было такого материала дорогого. Он пробил крышу и упал на диван. И вот они вспомнили слова моей бабушки, которая сказала, ну, видимо, ее задолбали просто с этим мужиком. Она сказала, если... Да, вот счастье привалит. Бывает такое. Она сказала, если судьба хочет дать тебе мужчину, то он даже через крышу к тебе упадет. А мне кажется, что она просто была сильный человек, знаете, и она просто закрепила этими словами. Так что, пожалуйста, если вы хотите, чтобы мужики падали на вас прямо с небес, идите в село в нашествие саранчи и ждите там. Жив остался, он на ней женился. Жив. Так что вот так вот. Бывают такие моменты. Да. Не сидите, не засыкайте время и не ждите каждую секунду, какие должны быть перемены. Действуйте. Я сейчас думаю, многие купят в селе возле пшеничных этих полей дома и будут ждать сезона, летного сезона. Я расскажу из своей жизни историю. У нас была девушка, очень застенчивая, некрасивая по внешности. Действительно, ну некрасивая просто. Такая застенчивая, не очень образованная девчонка. Один раз ее взяли замуж по восточной традиции. Так получилось, что, в общем, родители забрали, нехорошая семья оказалась. И вообще она осталась дома, вообще. Если до этого она была застенчива, теперь вообще сидела дома, не показывалась, ничего. И вот пришла ко мне. Я несколько дней ходила к ним домой, потому что это мои знакомые. Я снимала с нее эту вот вещь. И она мне все время, не знаю, что-то вот как-то не то, не это. Я говорю, дай мне, пожалуйста, я взяла у них кофе, посмотрела. Я вижу, у нее в чашке вырисовывается просто, ну, как бы, как невеста и жених. Фотографии семейные. Я говорю, ты скоро выйдешь замуж. Все посмотрели, посмеялись. Я говорю, я тебе объясняю еще раз. И получилось так, что к нам приехали, значит, армяне, которые там что-то, в общем, продавали, что-то там делали или по делу, сейчас не совсем поняла. У них машина сгорела просто буквально, сгорела. Они еле выскочили, спаслись. И вот в этом состоянии, в общем, начали спрашивать, мол, есть у вас тут мастер,
который машины делает и так далее, чтобы домой поехать. Сказали, мы не знаем тут такого мастера, но есть вот ваши армяне тут живут, можете зайти спросить. Они вот приехали, зашли к ним, поздоровались, познакомились, уже был вечер. Он их пригласил домой, естественно, сказал, переночуйте, оставайтесь, что вы будете ночью ехать. Завтра вот что-нибудь придумаем. Переночевали, этот парень, оказывается, да, удачно сгорела машина. Силы приведут, понимаете, случится нечто, что они к вам вот постучатся в двери просто. На утро вот они познакомились с этой девушкой. Ну, она ему понравилась. Вот понравилась, он искал такую застенчивую, хорошую девушку. Я была на их свадьбе, всей семьей были. Вышла замуж. Буквально прошло 2 недели, они приехали, значит, состоялось обручение, где-то вот месяц, что ли, и ее забрали. Сейчас у нее 2 детей, мальчик и девочка. Понимаете, действуйте, делайте что-нибудь. Ну, а если уж вообще ничего не делаете, как видите, ведьмы вам просто через крышу мужиков уже передают. Успей ловить. А всегда так. Так что те, которые очень хотят мужиков, я вам желаю, чтобы они к вам через крыши просто падали. Причем с букетом шампанским и уже с этим, с кольцом в руках. Вот и все. Хочешь за военного, значит, проходи мимо воинской части. Хочешь за врача, болей постоянно. Как вам еще объяснить? Действуйте, дорогие друзья. Если вот без смеха, да, без юмора. Если все снято, да, с работниками ЗАГСа и с оркестром сразу. Если все снято, вы должны действовать, чтобы вам уже это дали. Это все равно, как просить. Вот у меня сняли препятствие, да, вот теперь я прошу вас, помогите мне, чтобы у меня это получилось. Придет у вас перемена, но будет идти долго. Но если вы хотите это ускорить, и чтобы это было быстрее, вы должны это сделать. Вы должны это просить. Работа нужна, ищем работу. Мужик нужен, ищем мужика. Деньги нужны, усиливаем себя, чтобы оно притягивало, понимаете? Господи, не обращайте внимания на этого Писуева, он больной. Разве не видно, что он больной человек? Он же из детдома, детдомовский сирота, получил там в коммунальной квартире 1 комнату. Я его считаю, что он больной человек. И он болен, у него с башкой не все в порядке. Бедный, несчастный человек. Он уже скоро и лицо покрасит, и уши покрасит, и яйца покрасит, и все покрасит. Ему нужно внимание. А какое внимание можно привлечь? Да мне плевать, какие слова он кому говорит. Я чихала на это уёбище. Как можно привлечь внимание к себе, когда ты 0? Назвать все время имя известного человека, то есть мое, правда? Чтобы люди просто, ну как бы сказать, ну чтобы обратили внимание на него, вот и все.